Наверное, мало какие существуют в природе растения с подобной яркой, разнообразной цветовой гаммой соцветий. Эти цветы способны создать праздничную атмосферу и поднять настроение даже в пасмурные холодные дни. Сегодняшнее видео про цинерарию гибридную или кровавую. Очень многие принимают это растение за какие-то экзотические ромашки или маргаритки. Ведь цинерарии многие привыкли считать уличную декоративно-лиственную культуру с характерным серебристым окрасом листвы. Этот вид называется цинерария приморская. Он радует эффектной ажурной кроной пепельного цвета, неприхотливостью и высокой засухоустойчивостью. Но цветочки у цинерарии приморской совершенно невзрачные. Чего нельзя сказать про ее ближайшую, эффектно цветущую родственницу, цинерарию гибридную. Данная культура полюбилась многим за долгое, обильное и красочное цветение. А еще тем, что гибридную цинерарию можно выращивать в открытом грунте и в кашпо, например, на своем окне или на балконе. Довольно крупные ромашки этого вида могут быть окрашены в самые разные насыщенные цвета. Таких ярких, красных, синих и прочих оттенков, как у кровавой цинерарии, среди цветущих культур надо еще поискать. Очень эффектно смотрятся букеты из контрастно окрашенных соцветий, у которых лепестки ближе к центру имеют белое основание. Цинерария относится к семейству астровые. В природе произрастает на Канарских островах. Кустики цветущей цинерарии разрастаются компактной, пышной кроной до 30-50 см в высоту. Соцветия могут отличаться не только расцветкой, но и формой цветов. Есть сорта с более крупными ромашками, но даже те, у которых соцветия мелкие, выглядят не менее привлекательно. Цветки этих сортов сплошь покрывают куст, образуя яркий цветущий купол. Эти растения идеально смотрятся в любом цветнике и особенно высаженные в ряд. Гибридная цинерария также подходит для контейнерного выращивания. Листья у этого вида довольно крупные, насыщенной, ярко-зеленой окраски и с небольшим опушением. В пик цветения куст раскрывает сразу несколько объемных соцветий, за счет чего становится похожим на роскошный красочный букет. Цветение продлевают с помощью своевременного удаления отцветших корзинок. Если же цветы не удалять, со временем на их месте появятся коробочки с семенами. Их можно собрать для посева на рассаду. Конечно, из этих семян, собранных с гибридных растений, скорее всего, вы не получите столь эффектное цветение, но попробовать можно. Сейчас в продаже не проблема найти семенной материал разных сортов и смеси окрасок. Кстати, цветущую цинерарию иногда продают под названием комнатная, так как у этого растения довольно долгий вегетативный период развития, то есть от посева семян до появления бутонов проходит около 6 месяцев. К посевам лучше приступать как можно раньше. Для примера, чтобы получить уже цветущий кустик к 8 марта, семена высевают с конца августа до середины сентября. Но если вам не нужны такие ранние сроки цветения, с посевами можно подождать. Для сеянцев лучше использовать качественный грунт на основе верхового торфа. Перед тем, как высевать семена, его лучше обработать фунгицидом. Например, пролить раствором фитоспорина. В дальнейшем это поможет предотвратить развитие плесени и корневой гнили, а также такой опасной болезни для всходов, как черная ножка. Семена у цинерарии гибридной мелкие. В грунт их не заглубляют и ничем сверху не присыпают. После того, как вы распределите семена по поверхности субстрата, их слегка сбрызгивают теплой водой. Можно использовать светло-розовый раствор марганцовки. Для этой цели лучше всего пользоваться мелкодисперсным пульверизатором. Далее посевы накрывают прозрачной пленкой и ставят в теплое место с температурой около плюс 20 градусов. Как только появятся всходы, емкость переносят в более прохладное помещение под свет. Обычно свежие, качественные семена цинерарии гибридной прорастают уже на 5-7 день. За всходами придется следить. Пленку периодически приоткрывают для проветривания. Освещение должно быть включенным не менее чем на 14 часов в день. Без хорошей досветки сеянцы быстро вытянутся и ослабнут. В будущем от такой рассады красивых кустов
стабильным цветением вырастить очень сложно. С развитием всходов пленку полностью убирают. Пикировку в отдельные емкости проводят с появлением 3 настоящих листочков. Рассада цинерарии гибридной лучше развивается в прохладных условиях. Растение уже с более развитой листовой розеткой содержит в помещении с температурой около плюс 10-12 градусов. Имейте в виду, что корневая система у цинерарии довольно активно разрастается и требует больших объемов. В тесных кашпо вы никогда не получите роскошный цветущий букет. Также это растение требует внесения удобрений. Подкармливают цинерарию составами для цветущих культур, но самая первая подкормка должна быть с преобладанием фосфора для хорошего укоренения и развития корневой системы. Однако основной успех выращивания многих декоративных растений заключается в качественном субстрате. По собственному опыту я знаю, как самому очень сложно подготовить необходимую почвосмесь. С внесением в субстрат садовой земли и перегноя легко занести не только почвенных вредителей и семена сорняков, но и споры грибковых инфекций. Поэтому для своих растений я использую профессиональный грунт на основе белого верхового торфа. Туда еще добавляю небольшое количество агроперлита. Чего не любит домашняя цинерария? Цветок негативно реагирует на сквозняки, резкие перепады температуры, а также жару. Вазон с цинерарией нельзя располагать на южном окне. При попадании солнечных лучей на листву могут появляться ожоги. Также в жару кустики быстрее цветают. Цинерария, как и большинство обильно цветущих культур, требует хорошее освещение, но рассеянное. Из плюсов это растение довольно устойчивое к болезням и вредителям, но стоит следить за поливом. При переизбытке влаги и в некачественном грунте может развиться корневая гниль. Обычно это сопровождается увяданием и пожелтением листьев. В открытом грунте на цинерарию может напасть тля. Справиться с этим вредителем помогут профилактические и искореняющие обработки инсектицидными препаратами. Радует и то, что цинерария спокойно выдерживает понижение температуры до плюс 5 градусов. Это растение от многих цветочных культур отличается тем, что ему необходим определенный температурный режим для закладки бутонов. Если рассаду держать в жарком месте, толку не будет. Горшочки ставят в прохладное помещение с температурой, не превышающей плюс 15 градусов. Полив должен быть своевременным, но в меру, так как при частом переизбытке влаги корни могут загнить. Кустики проливают по земле, стараясь не попадать на листья и цветы. Хотя повышенную влажность воздуха цинерария очень любит. Довольно часто цветущую цинерарию можно увидеть в продаже именно в холодный период времени. Ее также выращивают для реализации к 8 марта. Красочные букеты в вазонах непременно украсят ваш интерьер и создадут праздничное настроение. Только не располагайте горшочки в жарких местах. Холодное окно – это самый подходящий вариант для цинерарии. Таким образом, вы продлите ее цветение. Поделитесь также своим опытом выращивания цветущей цинерарии. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе выхода новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.